Всем привет, садоводы и огородники моего канала, и сегодня я вам хочу показать, как я делаю свои грядки под помидоры, так называемые траншеями или канавами. Вот обратите внимание, я вот таким вот образом с помощью грабель подбираю землю и делаю дорожки, по которым я хожу вдоль этих грядок. А то у меня часто спрашивали, как же я хожу. Вот так вот таким вот образом я и хожу. Ну а теперь начинаю делать грядку. Делать такую грядку канавками или траншеями очень легко. Как видите, у меня на это уходит буквально 3 минуты. Ну, у неопытных, конечно, минут 10 может быть уйдет, но не больше. Поверьте, это делается очень легко и просто. Весной я обязательно эту землю перекапываю. При перекопке я вношу на 1 квадратный метр одно ведро перепревшего навоза и вношу полулитровую банку золы. Если у вас нет навоза, то в принципе можно внести такие удобрения, которые сейчас продаются легко в садовых магазинах, как куриный или коровий или даже конский навоз в гранулах. Тоже в принципе очень неплохое удобрение. Вот как видите, у меня получается ровно 2 канавки, в которые я буду сажать свои томаты. Есть регионы, где почва очень глинистая и очень часто идут дожди. Тогда люди делают так, сажают прям вот в этот гребень. Единственный минус у такого способа, что очень тяжело потом окучивать или просто-напросто невозможно. Это большой минус такой посадки, но людям деваться некуда, поэтому сажают прям в гребень. Ну а полив, если все-таки потребуется, то люди, которые сажают прямо в гребень, поливают свои помидоры по вот таким вот канавкам. Я сажаю помидоры прямо в канавки и потом поливаю прямо по канавкам. После того, как помидоры мои уже подросли, я ставлю палки и окучиваю. Чем хорош такой способ посадки рассады вот в такие вот канавки-траншеи? Тем, что их ветром меньше трепет, тем более, когда они только у нас принимаются, болеют, и в этот момент, чтобы их ветром лишний раз не трепало, лучше сделать вот такие канавки, по которым в то же время очень удобно поливать. Ну что ж, я надеюсь, на вопросы, которые мне часто задают, я в этом видео ответил. Чуть не забыл вам сказать, что когда я проводил рукой по канавкам, это я делал для того, чтобы все, что у нас лишнее должно было осыпаться с боков, то и осыпалось. То есть уже ничего лишнего не осыпется. Ширина грядки у меня ровно 90 сантиметров. Надеюсь, видео кому-то пригодится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.